Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш выпуск на тему: с какими трудностями столкнулись ученые, изучая ДНК Романовых? Говорят, будто когда в конце XIX века императору Александру III сообщили, что отцом императора Павла I, его предка, весьма вероятно был любовник Екатерины II Сергей Салтыков, император только перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы русские». Этим он хотел подчеркнуть, что родоначальником царствовавшей линии династии Романовых был не полунемец-полушвед Петр III, а полностью русский человек. Дело в том, что во времена Александра III начал процветать национализм. Не только русский, а во всех странах. И вопросу о кровях, национальных корнях той или иной династии начали придавать слишком преувеличенное значение. О том же, что царствующие в России императоры являлись больше немцами, чем русскими, начали говорить еще славянофилы в середине XIX века. Когда же Александру III доложили, что слухи об отцовстве Салтыкова у Павла I, скорее всего, беспочвенны, император снова перекрестился и вздохнул: «Слава Богу, мы законные». Ведь если бы отцовство Салтыкова действительно подтвердилось, это означало бы, что ни сам Павел, ни все его потомки не имели законного права занимать российский трон. К слову, историки так до сих пор и не прояснили до конца этот темный вопрос. Очевидно, этим должны заниматься уже не историки, а генетики. Но перед генетиками встала еще более близкая и актуальная задача, касающаяся Романовых. Кому принадлежат останки, поднятые из Ганиной ямы под Екатеринбургом и торжественно перезахороненные в соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга? Русская православная церковь не признала их подлинными останками последнего государя, его супруги и их детей. И не только у РПЦ есть основания сомневаться в этом. Самые первые сомнения возникли именно у генетиков. Каждый человек от рождения принадлежит к двум генетическим гаплогруппам. Одна Y-хромосомная передается в нисходящей мужской линии от отца к сыну. Другая, митохондриальная ДНК, передается от матери к дочери, но характерна также и для мужчин, только от них она не передается детям. Вот тут-то и оказалась скрыта самая большая загвоздка для экспертов, проводивших опознание останков, найденных в Ганиной яме. Идентификация предполагаемых останков императрицы Александры Федоровны и ее детей проводилась по митохондриальной ДНК. Ее следовало сравнить с ныне живущими потомками общего предка Александры Федоровны, происходящими по нисходящей женской линии. Единственным таковым потомком был герцог Эдинбургский Филипп, муж царствующей британской королевы Елизаветы II, который недавно умер. Его бабушкой по матери была родная сестра Александры Федоровны, Виктория Гессен-Дармштадтская. Митохондриальная ДНК принца Филиппа и большинства екатеринбургских останков полностью совпали. Что касается митохондриальной ДНК Николая II, то она должна была соответствовать митохондриальной ДНК его матери Марии Федоровны, похороненной в Дании. Но когда провели экспертизу, выяснилось, что их митохондриальная ДНК не совпадают. Что же это? Это не останки Николая II. Чтобы выяснить вопрос, произвели эксгумацию умершего при жизни Николая II его младшего брата Георгия. Георгий считался наследником престола в случае бездетной кончины Николая II. Он был младше императора на 7 лет, но с детства страдал туберкулезом, от которого и умер в 28 лет, еще в 1899 году. По поводу его останков не могло быть сомнений, ведь они были погребены задолго до всяких революций. И что же оказалось? Митохондриальная ДНК цесаревича Георгия тоже не совпала с митохондриальной ДНК Марии Федоровны. По мнению бывшего директора, а ныне научного руководителя Института общей генетики РАН, академика с 2016 года РАН Николая Янковского, все эти наблюдения позволили открыть явление, ныне вошедшее во все учебники под названием гетероплазмия. Оно заключается в том, рассказывает академик, что иногда в клетках одного человека может содержаться несколько разных митохондриальных ДНК. Молекул митохондриальных ДНК в клетках множество, все они могут мутировать. Так исследование екатеринбургских останков помогло сделать важное генетическое открытие. Однако далеко не все специалисты согласны с Янковским.
Они считают, что подлинные останки Николая II пока не найдены. И к этим экспертам прислушивается Русская Православная Церковь. Профессор Лев Животовский из того же Института общей генетики РАН и доктор Алекс Найт из США провели исследование предполагаемых останков Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы. Напомним, что Елизавета Федоровна была убита большевиками в следующую ночь после убийства царской семьи 18 июля 1918 года вместе с группой великих князей и княгинь, которых назвали по месту их содержания перед убийством алапаевскими узниками. Так вот, это исследование выявило несовпадение ее митохондриальной ДНК с митохондриальной ДНК Александры Федоровны. Останки Елизаветы Федоровны были подняты из шахты еще во время Гражданской войны, вывезены отступающей Белой армией, а потом перезахоронены согласно завещанию великой княгини в Иерусалиме. Что же это? Получается, подняли не те останки? Тот человек, который покоится в Иерусалиме под именем великой княгини Елизаветы Федоровны, вовсе не Елизавета Федоровна, а неизвестно кто? По мнению академика Янковского, такие результаты получились потому, что образцы, взятые его коллегами для генетического анализа, были загрязнены осколками чужих ДНК. Однако, опять же, у скептиков есть повод усомниться. Для более уверенной идентификации останков Николая II следовало бы сравнить его Y-хромосому с таковой его отца Александра III и других предков по восходящей линии. Вообще, это было бы весьма занятное и нужное исследование. Еще в 1930-е годы историк-архивист Павел Щеголев обнародовал обнаруженное им письмо Павла I к своему приближенному Федору Растопчину. В нем император сообщал, что давно порвал отношения со своей женой и не считает своими младших сыновей, Николая и Михаила. А ведь от Николая I произошли последующие императоры – Александр II, Александр III и Николай II. То есть в действительности мало того, что мужская линия династии Романовых прервалась в начале XVIII века, но и в дальнейшем линия Петра III, происходящего по мужской линии от галштинского герцога, также могла прерваться. Уже Павел I мог быть не его сыном, а Николай I не сыном Павла I. Но, похоже, именно опасение получить не тот результат, который должен быть, согласно официальной генеалогии, и сдерживает до сих пор любые подобные исследования. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.